Приветствую вас, друзья, на канале Чуча ТВ. По вашим многочисленным просьбам я решил прикупить на обзор вот такой вот интересный девайс под названием Sapphire Plus. Это более габаритная версия в линейке сапфиров. До этого был Sapphire Pro, о котором множество есть обзоров, множество разборов, множество модернизаций и улучшений. Но самое главное, что мне понравилось именно в этом принтере, что все эти доработки модернизации для Sapphire Pro, они идеально подходят для Sapphire Pro Plus. Эта долгожданная коробочка обошлась мне в $515, что в принципе немало, но это с учетом доставки. При этом доставка длилась где-то порядка 2 недель, но самое интересное, что склад как раз находился в Украине. Не знаю, правда, откуда они его везли, но 2 недели по Украине это как-то многовато. При этом хочу отметить, что таможенную пошлину мне не пришлось платить за этот принтер. Не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что склад находится в Украине, а может, просто мне повезло. Но я очень рад, что так произошло, потому что $80 сэкономил, которые пойдут, естественно, на улучшение модернизации. Сегодняшний видеообзор будет достаточно длинным. И это связано с тем, что мы будем не только анализировать этот принтер, но сделаем подробную и точную инструкцию по его сборке, монтажу, настройке механики. Ведь 50, а даже 60% всех дефектов печати возникает как раз из-за некачественно настроенной механики. Поэтому сегодня мы этот момент полностью исправим, чтобы по моей инструкции данный девайс мог собрать даже ребенок. Поэтому, друзья, запасайтесь терпением, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Как видите, друзья, коробочка достаточно габаритная. Но это не удивительно, ведь область печати у данного принтера 310 на 310 и на 350, что значительно больше, чем у того же Sapphire Pro. Ох и тяжелый, зараза! Давайте его поставим на весы. Весит коробочка 21 килограмм, что в принципе немало. Ребят, чем больше вес принтера, тем меньше будет вибраций от передвижений портала и головы хот-энда. Давайте откроем нашу посылку. Вот такая вот толстая подложечка. Утеплитель для стола. Что-то он какой-то маленький, друзья. Инструкция на Sapphire Pro Plus очень подробная. Это у нас верхний портал. Уже полностью установлен, настроен. Еще раз напомню, это у нас Sapphire Pro Plus версии 1.1. То есть это уже последняя версия. И как мы видим, здесь уже немножко стараются производители исправить свои косяки, которые были выявлены в предыдущих версиях. Это у нас нагревательный стол, он идет отдельно. Отдельно упакованные рельсы для стола. Здесь у нас все по мелочам. Тефлоновая трубка, кусачки, шестигранники, отвертки, флешка с SD-картой на 4 гигабайта. Ну и датчик окончания филамента. Провод для подключения к компьютеру. Держатель бобины, барашки, уголки и крепеж для стола. 200 грамм пластика, пыла оранжевого цвета. BMG Dual Drive Extruder. А это 2 панели для сборки стола. Ну и, конечно, вот такая вот огромная ультрабаза. Вертикальные профиля 20 на 40 и перекладины. Т8 винты. Проверим их тоже качество, насколько они ровные пришли к нам. Ну и, конечно же, вот такое вот огромное днище. Но, как говорится, давайте начнем все по порядку. Согласно инструкции, нам рекомендуют сразу же прикрутить вот такие вот ножки. Но мы сперва откроем днище и посмотрим, что у нас под капотом. Днище у нас сделано методом лазерной резки и гибки. В этих местах видны следы сварки. Аккуратненько все зачистили. Все это вскрыто порошковой покраской, поэтому не стоит бояться того, что где-то поцарапается, ободрется. То есть качество, в принципе, изготовления корпуса неплохое. Блок питания у нас стандартный, на 360 Вт, 24 вольта. В целом проводка уложена терпимо, привязана к корпусу вот такими вот стяжечками. Самое главное, чтобы провода не цеплялись за наш синхронизирующий ремень. Как вы уже обратили внимание, у нас стоят 2 мотора по оси Z. Они синхронизируются ремнем GT2 6-мм. Здесь у нас 2 шкива. Проверяем, чтобы шкивы не прокручивались. Такой ремень синхронизации я использовал у себя на самосборе. Я считаю, это достаточно неплохое и правильное решение для того, чтобы при отключении питания наши оси не перекашивались. Но проблема в том, что здесь нет натяжителя, который бы регулировал силу натяжения. Сейчас ремень немножко перетянут. Ну, мне так кажется. Поэтому будет дополнительная нагрузка на оси нашего мотора, на подшипники и так далее. Если обратите внимание на соосность, то увидите, что здесь у нас полный порядок, а здесь у нас в эту сторону немножко мотор смещен. Вот поэтому ремень и пережат. Немножко отпускаем. Ну вот теперь, друзья, уже полный порядок. Помимо вентилятора в самом блоке питания и вентилятора 40 на 10 для обдува материнской платы, есть еще дополнительный вентилятор, который нагнетает воздух в нашу систему. Это вентилятор 40 на 20 на 24 вольта.
Честно говоря, размер его маловато, я бы добавил еще пару штук, потому что все-таки для такого огромного объема этого вентилятора не особо достаточно. Но раз мы уже заговорили за материнскую плату, крепится она у нас на таких вот 4 штоках и на специальной пластине. Давайте ее открутим и посмотрим, что у нас там. Как мы видим, используется стандартное решение для таких принтеров. Это МКС Robi Nano версии 1.2 материнская плата на микроконтроллере STM32F103. Здесь также установлены драйвера TMC2225. Драйверу у нас 5 штук. Это значит, что у нас 2 экструдера. А значит, можно поставить как минимум двухцветную печать, что в принципе является неплохим бонусом. Я думаю, что в дальнейшем мы к этому обязательно придем. В целом по этой материнской плате говорить не о чем, потому что она стандартная, ее ставят практически на каждый подобный принтер. От материнской платы у нас идет шлейф на штатный экран МКС от MakerBase. По электронике у меня особых вопросов нет, так как это предсказуемо и понятно, что поставили бы где-то что-то подобное. Единственный минус это в том, что все-таки вот этого вентилятора 40 на 10, мне кажется, недостаточно. То есть компания Twotrys разместила на таком удаленном расстоянии, чтобы якобы обдувать сразу все драйвера. Но мне кажется, это неоправданно, и сюда как минимум нужно добавить еще 1, а то и 2 вентилятора. Давайте уберем вот эти вот наклеечки и открутим панель. Сняв эту панельку, мы получаем полный доступ к нашей материнской плате. К драйверам, к контактам, подключению и так далее. То есть нам не нужно переворачивать эту огромную махину, чтобы добраться до нужного драйвера. Что касается крышки днища, здесь у нас есть вырезы для охлаждения материнской платы и для блока питания. Хотя я бы добавил здесь везде эти вырезы. Почему? Потому что циркуляция воздуха, в принципе, здесь бы хорошая не помешала бы. А теперь уже переходим к сборке. Производитель рекомендует установить сперва ножки. Для этого нам понадобятся винты М412. Если перевернуть страницу, то на этой странице мы видим, что под номером 16 у нас как раз и находятся наши винты М412. Аккуратненько фиксируем шестигранниками из комплекта. После этого переворачиваем и проверяем по углам. Здесь у нас люфта никакого нет, а вот здесь как раз есть. С обратной стороны, где наши ножки, нам немножко нужно поджать одну из ножек. Вот теперь полный порядок. Люфтов никаких нет. На втором этапе нам предлагают установить вертикальные стоечки, включая стойки, которые крепят наш стол. Берем эти 2 профиля и аккуратно вставляем. Смотрите, не заденьте провода. При этом вырезы в профилях под нашу горизонтальную балку должны находиться ближе ко мне, то есть наружу. Фиксируем профиля сбоку винтами М5-16 из пакета номер 20. При этом сильно не зажимайте, чтобы профиль у нас немножко ходил. Берем второй профиль, на котором уже установлена рельса МГН-12. Качеством этой рельсы я остался очень доволен. Я даже не ожидал от компании Twotrys, что они поставят сюда реально хорошие рельсы. С завода они ходят просто как по маслу. При этом люфтов никаких не наблюдается. Качество металла мне тоже понравилось. Советский напильник не берет эту рельсу в области канала, поэтому такая рельса будет служить верой и правдой очень долго. В данном крепежном профиле сделаны отверстия под эту рельсу на расстоянии в 25 мм и нарезана резьба. Для того, чтобы максимально точно посадить эту рельсу, так как она должна стоять. Но несмотря на это, все равно она может смещаться на какие-то десятки. А для нас это не очень хорошо. Поэтому я рекомендую перед тем, как вы будете ставить эту рельсу, обязательно отпустите все винты. Полностью. Потому что как бы там хорошо сборщики Twotrys не настраивали эту рельсу, все равно ее нужно настраивать индивидуально. Так как наш принтер, как я и говорил, приходит не целиком, а в разборе, кит-набором. И вот обратите внимание, наша рельса может двигаться практически на 0,3-0,4 мм, что достаточно много. Если вы неправильно ее установите, будет перекос. Естественно, принтер в принципе работать будет, но со временем его качество работы ухудшится. Вставляем наш профиль с рельсой МГН-12 в посадочное место корпуса. Гладкой поверхностью наружу. Для крепежа снизу используем более короткие винты М5-10. Этот профиль мы можем зафиксировать более жестко. Боковые профиля мы просто наживляем. Также не забываем поставить вторую рельсу и точно так же отпустить винты, чтобы она двигалась свободно для дальнейшей настройки. Берем нашу горизонтальную балку. Здесь есть 2 отверстия под винты М5-30. Это 17-й набор, согласно нашей инструкции. Аккуратно раздвигаем боковые профиля. Вот почему мы их не фиксировали намертво, чтобы мы могли это сделать. Вставляем в соответствующие пазы и сверху фиксируем винтами М5-30. Снова аккуратненько переворачиваем на бок. Фиксацию вертикальных профилей осуществляем следующим образом.
нам нужно одновременно подкручивать все винты, как боковые, так и нижние. При этом сам профиль желательно немножко приподнять вверх, чтобы он уперся в эту стенку. Фиксируем нижние и сразу же поджимаем боковыми. То же самое делаем и со следующими профилями. Здесь мы придавливаем вот к этой стенке рукой, одновременно закручиваем винты нижние и сразу же подкручиваем верхние. Итак, мы установили 4 вертикальных профиля согласно инструкции, прикрепили их намертво к нашей нижней площадке, но при этом горизонтальные профиля и вертикальные под стол мы не фиксировали, потому что эти узлы еще требуют некоторые настройки. После того, как мы установим вот такую вот верхнюю платформу с порталом оси X и Y. Но прежде чем мы установим, давайте проанализируем нашу платформу и посмотрим, как реализована система CoreXY. Правильно ли она настроена, определим ее плюсы и минусы. И на что вам стоит обратить внимание при сборке. Как вы уже заметили, ремни я отстегнул. И сделал это не случайно. Для того, чтобы проверить, насколько качественно собрана у нас механика. Как оказалось, без ремней наш портал немножко заедает. Вот в этой части, видите, он даже практически не опускается. Это связано с тем, что у нас одна из рельс МГН-12 перекошена относительно другой. То есть нет идеальной параллельности. Данный принтер приходит у нас в кит-наборе. Несмотря на то, что здесь у нас практически все собрано, в результате транспортировки, в результате разборки самого принтера, где-то рельсы могли сместиться. Мы должны помнить, что система CoreXY очень требовательна не только к самим комплектующим, а именно к нашим рельсам, но и к правильности их установки. То есть должна соблюдаться идеальная параллельность между рельсами. Небольшое отклонение может привести вот к такому вот заеданию, чего не должно быть. И какой бы дорогой принтер к вам не приехал, эти моменты стоит всегда перепроверить. Но если вы сами правильно настроите механику, а в этом нет ничего сложного, то в итоге вы получите желаемый результат. Чем мы сейчас с вами займемся и настроим наш портал. Корпус верхней панели сделан из стали. А благодаря замкнутому контуру у нас получается своеобразный короб, который обеспечивает хорошую жесткость и надежность. В принципе, в такой конструкции не должно быть таких каких-то серьезных перекосов. То есть, видите, я приподнимаю этот корпус за разные углы. То есть его вот так вот не болтает. Для перемещения портала оси Y здесь используются две рельсы МГН-12. При этом обратите внимание, что рельсы у нас закреплены не на самой раме, а на специально вырезанной полоске из стали толщиной 4 мм. Это обеспечивает высокую жесткость, и наша плоскость не будет изгибаться. В задней части размещен механический концевик по оси Y. Я рад, что они сюда поставили механику, а не оптик. Когда мы спроектируем сюда термокамеру, то, естественно, не будет никаких тепловых воздействий на наши концевики. Есть факты того, что оптические концевики при повышении температуры начинают сбоить. Шкивы обоих ремней находятся на одной оси. Это одна из разновидностей систем CoreXY. При этом очень важно, чтобы шток, на котором находятся шкивы, был максимально перпендикулярный нашей нижней площадке. Сразу хочу отметить, что качество вот этих вот шкивов оставляет желать лучшего. Дело в том, что некоторые из этих шкивов немножечко подзаедают. Я их, конечно, смазал, стало намного лучше, но все-таки вам рекомендую их со временем заменить. Например, я захотел поменять на вот такие вот очень качественные шкивы от той же компании Mellow. Но оказалась проблема в том, что ширина этих шкивов 10 мм, а ширина шкивов сапфира составляет 8,5 мм. Если поставить сюда десятки, то они будут выходить за пределы штоков и попадать на резьбу, из-за чего будет происходить люфт. А нам этого не нужно. Но самое интересное, друзья, что у той же компании TWOTRIS есть в наличии более качественные шкивы, которые я, кстати, и заказал на замену вот этим вот заводским. И мне совершенно непонятно, как можно было собрать действительно очень качественную, интересную механику, но при этом сэкономить на копеечных шкивах. Обратите внимание, какие маленькие подшипники и насколько малюсенькие там используются шарики внутри, от качества которых зависит и качество работы самих шкивов. Насколько они долго продержатся, будут ли у них заедания, люфты и так далее. Поэтому экономить на таких комплектующих совершенно нельзя. Еще очень важный момент по креплению наших моторов оси X и Y. В отличие от предыдущих версий сапфиров, где использовались хлипкие уголки, здесь используется хорошая качественная рама толщиной в 2,4 мм. При этом она замкнута по контуру с 3 сторон. Это обеспечивает высокую жесткость и надежность крепления. Не будет никаких изгибов, перекосов, все очень монолитно, добротно, и это правильно.
Я рад, что компания ТВО-3 отреагировала на замечания своих покупателей. Давайте открутим наш портал с обоих сторон. Здесь у нас 4 винта М3, которые крепятся к рельсе МГН-12. Я тоже вам это рекомендую сделать, потому что точная настройка именно этого узла очень важна. Вот так вот выглядит наш портал. Здесь установлена такая же рельса МГН-12, как и на других осях. Хотя, учитывая конструкцию, сюда можно было поставить и более легкую рельсу, например, МГН-9. Это бы уменьшило вес и, соответственно, позволило нам работать на более высоких ускорениях и джерках, а также на высоких скоростях. Хотя использование рельсы МГН-12 это стандартное решение практически во всех подобных принтерах. Самое главное, чтобы рельса держала нагрузки. И как я уже говорил, в этой области канала у нас напильник не берет. Здесь также используются не особо качественные шкивы, их тоже нужно заменить. При этом обратите внимание, чтобы у вас вот эти вот шкивы не люфтили. Обязательно их подожмите хорошенько, потому что любой люфт это плохо для кинематики Corex Y. На каретке рельсы МГН-12 установлена П-образная рама для крепления хот-энда. Я ее открутил, но вам этого делать не нужно. Только для того, чтобы узнать, какой у нее вес. А весит эта пластина достаточно немало, аж 74 грамма. Если ее сделать из пластика, даже более толстого, все равно она будет весить намного меньше. Также я открутил рельсу МГН-12, чтобы замерить ее отдельный вес и вес самого портала. Вам также этого делать не обязательно. Вес самой рельсы составил 288 грамм. 4 шкива плюс крепеж весят порядка 36 грамм. При этом вес самой балки, включая шкивы, составил 282 грамма. Если отминусовать 36 грамм, мы получим вес металлической пластины 246 грамм. Ну и давайте, конечно же, взвесим наш хот-энд. Его вес составил 160 грамм. Два вентилятора весят 24 грамма. При этом корпус нашего хот-энда весит 82 грамма, что тоже достаточно много. Общий вес портала вместе с хот-эндом составил 818 грамм. Если взять, например, портал Sapphire Pro, вместе с хот-эндом он весит 750 грамм, что в принципе на 70 грамм меньше. Но мы должны учитывать, что в Sapphire Plus область печати значительно больше. В дальнейшей модернизации я постараюсь облегчить конструкцию. Возможно, вот эту вот балку сделаем из более легкого материала, более прочного, более надежного, например, из того же титана. Потому что мы сможем тогда сэкономить как минимум грамм 100, а это немало. Ну и, конечно же, нужно будет спроектировать более качественный пластиковый корпус, чтобы убрать вот такие вот громоздкие тяжелые пластины. Но все это, друзья, мы сделаем в следующем обзоре. А сейчас давайте соберем все в стоке. Я вернул назад на место нашу рельсу. Качество передвижения каретки мне нравится. С завода они немножко смазаны, но я бы все-таки добавил сюда смазку. Можно использовать смазку для швейных машинок. Она отлично работает, мне очень понравилась и всем рекомендую. Перед тем, как поставить наш портал на место, нужно отпустить одну из рельс, чтобы избавиться от перекоса, который получился у нас из завода. То есть одна рельса у нас пристегнута жестко, то есть она у нас не двигается. А вот эту, например, рельсу давайте отпустим. То есть она у нас свободно сейчас ходит. Также обратите внимание, что с одной из сторон портала у нас отверстия круглые. А вот с этой стороны они имеют небольшую овальную форму. Это для того, чтобы можно было выставить правильно соседнюю боковую рельсу. С этой стороны портала, где круглое отверстие, мы должны зафиксировать винтами М3-6 очень жестко, но при этом выдержать угол 90 градусов. Для этих целей я в Китае прикупил даже специальный лекальный уголок. Он меня очень хорошо выручил при сборке самосбора. Также нам понадобится еще дополнительное средство, например, вот такая вот пластина, у которой грани максимально параллельны друг другу. Почему это нужно? Потому что здесь у нас уголок не особо удобно подставить. Мешает и каретка, и сама направляющая. Устанавливаем уголок на нашу направляющую и аккуратненько подводим нашу пластину. Смотрим, есть ли перекос. Да, перекос есть. Нужно немножко отпустить и выровнять наш портал. То есть зазора между пластиной и уголком у нас не должно быть. Это значит, мы получили угол 90 градусов. Левая сторона портала у нас максимально зажата. Правая сторона у нас еще не зафиксирована. На следующем этапе передвигаем портал в крайнее положение. При этом обратите внимание, здесь я вкрутил винт М3-6. Он сейчас не закручен жестко. Видите, легко крутится. Мы его пока не фиксируем. Так как наша рельса не зафиксирована, видите, она может двигаться. И благодаря этому мы можем выставить так, чтобы отверстия были
максимально посередине относительно нашего портала. При этом этим винтом фиксируем жестко. Немножечко отодвигаем и также жестко фиксируем рельсу. Именно крайним винтом. Проверяем, чтобы у нас заеданий никаких не было. Далее перемещаемся вверх. Благодаря тому, что винт у нас зафиксирован жестко, при перемещении портала в эту часть каретка автоматически самовыравнивается. И видите, она даже не люфтит. В этом положении мы должны зафиксировать крайний винт на самой направляющей. И вот теперь уже можем немножко отпустить этот винт, потому что при перемещении у нас произошел небольшой перекос, чтобы у нас все самовыровнялось. При этом портал немножко гоняем вперед-назад. Проверяем, чтобы он нигде не заедал. Если здесь немножечко заедает, можете подвести сюда. Также немного отпустить и снова зажать. Чтобы все рельсы и каретки выровнялись между собой. Может быть такое, что, допустим, рельса у вас будет не идеально ровной. Поэтому, если вы чувствуете, что где-то посередине тоже заедает, вы можете немножечко поджать рельсу и зажать ее сильнее. Таким образом выбрать полностью люфт. Ну, в моем случае рельсы оказались максимально ровные, то есть заеданий никаких и перекосов нет. Если здесь также поставить уголок, мы видим, что зазоров тоже никаких нет. То есть угол 90 градусов у нас сохраняется. Значит, настроили мы все правильно. Как я и говорил ранее, для устранения заеданий в дальнейшем я использую вот такую вот интересную смазку И-20. Это машинная смазка для швейных машинок. Набираю ее в вот такой вот шприц и смазываю каналы наших рельс. Проверяем, как движется наш портал. Параллельность рельс соблюдается, портал двигается нормально, без каких-либо закусываний и заеданий. И это, в принципе, очень хорошо. Используя комплектные стяжки и кусачки, устанавливаем ремни. Еще раз напомню, это задняя часть рамы, а это передняя часть рамы. Вставляем ремень с внутренней стороны. Делаем это для того, чтобы зубцы ремня могли между собой вот так вот сложиться. Благодаря этому ремень будет максимально качественно зафиксирован. При этом стяжкой закрепляем с наружной стороны кожуха, чтобы стяжка нам, естественно, не мешала и не попадала между ремнем и самим кожухом. Заводим ремень за гладкий нижний шкив. Цепляем за шкив мотора. Вдоль рельсы МГН устанавливаем также на нижний шкив. И с этой стороны также цепляем за нижний шкив. На портале фиксируем за этот шкив. При этом в раму каретки заводим с наружной стороны. Тоже для того, чтобы зубцы между собой вот так вот сложились. Пока мы фиксировать не будем, давайте установим второй ремень. Теперь остается нам только натянуть эти ремни. Ремень должен звучать как шестая струна гитары. Ну, приблизительно. Но на этом, друзья, еще не все. Нужно проверить, чтобы высота наших шкивов на моторе была правильной. Для этого берем штангенциркуль, замеряем, например, высоту нашего верхнего ремня до направляющей МГН-12. 25 мм. Теперь проверяем в области мотора. А здесь у нас ремень ниже на 1 мм. Берем шестигранник, откручиваем фиксаторы на шкивах и приподнимаем до нужной нам высоты, чтобы ремни были тоже на высоте 25 мм. Для чего это делается? Для того, чтобы не было перекоса. Если этого не сделать, то ремни из-за перекосов при перемещении нашего портала будут тереться о фланцы наших шкивов, которые находятся на портале. Ну а также здесь, и здесь, и здесь. И, соответственно, со временем они начнут портиться, и это также может привести к дефектам печати. Вот теперь у нас при перемещении портала никаких перекосов не будет. То есть портал будет отрабатывать максимально правильно и максимально точно. Ремни тереться нигде не будут о шкивы, все выставлено правильно, параллельно, идеально. И так должно быть с каждым принтером. Независимо от того, сколько бы он ни стоил, в каком бы состоянии к вам ни приехал, кинематика Core XY требует отдельного внимания. То есть нужно качественно ее настроить. И желательно, чтобы сделали это лично вы. Тогда вы будете 100% уверены, что у вас с механикой проблем никаких нет. После такой точной и подробной настройки кинематики Core XY проблем с ней у нас не должно быть.
Так что мы можем смело переходить к дальнейшим инструкциям нашей сборки. А следующим этапом у нас будет установка вот этой вот площадки на саму основу. Площадка встала как летая, осталось ее только пригвоздить к нашим профилям. И для этого используем винты М5-10 и М5-16 из пакетиков 19 и 20. Сбоку мы крепим винтами М5-16. Ну а сверху вкручиваем более короткие винты М5-10. Как я говорил ранее, качество гибки нашего корпуса действительно очень классное. И геометрия полностью совпадает. Если замерить расстояние между профилями внизу и вверху, оно идеально совпадает. То есть соблюдается параллельность между профилями.